Давайте начнем все по порядку. Приехали в Бахмаро. Света нет пока. Придет специалист, надеемся, что сделает. Итак, чем можно насладиться в Бахмаро? Здесь есть чистейший воздух, прекрасный вид восхода солнца. Для этого нужно подняться на эту гору. Чудесные и умопомрачительные закаты. А для этого лезем сюда. Офигенные пешеходные тропы, покатушки на лошадях, походы за грибами, вкуснейшие хачапури и не только, вечерние посидушки у костра и многое другое, что только может душа поэта пожелать. Курорт Бахмаро находится в Грузии, край Гурия. Поселок расположен над уровнем моря 2050 метров. Уникальное местоположение делает его привлекательным для каждого человека. В особенности подходит людям с проблемами дыхательных органов. Здесь воздух насыщается потоками морского бриза с запада и смешивается с горным кислородом. Кстати, море у нас тут совсем рядом, буквально за 100 километров. На машине можно доехать приблизительно за 2 часа. Напоминаю на всякий случай, вдруг в горах вам холодно станет, можно где согреться. В Бахмару оставил я 10 градусов холода, ребята. А тут приезжаем, и тут уже у нас 28 градусов. Теплота. Люди вон купаются. А я в сорочке, в длинных рукавах. Надо будет закатить их. С Бахмаро спустились буквально за 2,5 часа. Наверное, даже и то не было. Скорее всего, 2 часа. За 2 часа мы приехали, значит, из Бахмаро в Уреки. Уреки знаменита своими черными магнитными песками, ребята. Сейчас я вам покажу, какой он чистоты. Здешние магнитные пески эту местность сделали бальнеологическим курортом. Но это тема другого выпуска. Друзья, если появится интерес, отметьте в комментариях, пожалуйста, и я с удовольствием сниму скромненький фильм об этом. Ну а после того, как мы согрелись, можно уже и в парке посидеть, где на протяжении многих лет люди бережно ухаживают за деревьями и не только. Это дело великое, ведь в нашем реале у человечества каждое деревце должно быть на счету. Слишком увлекся. Надо вернуться в Бахмаро. Несколько лет тому назад, я помню, когда мы тут домик строили, сильный ветер поднялся. И очень много деревьев повыдергивало вместе с корнями. Ведь у этих деревьев корни не глубокие и не широкие. Эти деревья вырастают очень медленно. Первые 15-20 лет они растут буквально до 3-5 метров максимум. А вот уже после 25 лет они вырастают до 50 метров. И больно, когда вот такое видишь. Дерево даже не сухое, зеленое. Каким нужно неблагодарным быть, чтобы вот так поступать с природой. Вышел за грибами, но их нету. Зато есть приятная погода и красивейшие виды. Нашли мяту. Из него сделаем минджулеп. Для минджулепа достаточно 3 ингредиента: сахар, мята и хорошее качественное виски. 2 кубика сахара закидываем, наливаем виски. За ваше здоровье. Поднимаясь в Бахмаро, у нас есть прекрасная возможность насладиться минеральной водой на Беглаве, прямо из источника. Вода известна во всем мире из-за минералов и микроэлементов, которые присутствуют в нем. Отлично подходит людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Пришли воду набирать. Минеральная вода тут идет бесплатно.
На рынке стоит эта вода 30 центов, а тут у нас бесплатно. В советское время завод работал и процветал. В начале 90-х закрыли. И уже чуть позднее, в 1997 году, производство минеральной воды на Берлаве возобновили. А уже сегодня 25 тысяч бутылок разливается за час. Завод на Берлаве продает ежегодно около 120 миллионов литров минеральной воды. Воду качают из подземных горных источников. Одна из них глубиной 1200 метров. Скважины принадлежат государству. Сейчас они арендованы на 25 лет частными лицами и платят пошлину за каждый проданный кубометр воды. Амарджоба. Смотрите, как классно придумали. Просто дотрагиваешься, даже не нажимаешь, и она идет. Отпускаешь, она останавливается. Чтоб зря не тратить, они придумали кнопку такую умную. Классно. Набрали бутылку на Берлаве. Бутылка у меня позорная, но ничего, сойдет для питья. Да, я прекрасно вас понимаю, люди. Наверное, у всех появился вопрос, да как же попасть в Бахмаро? Просто берем билет на самолет и летим в Грузию. После того, как мы уже прилетели в Тбилиси или в Кутаиси, а может вам больше по душе Батуми? Кстати, последние два поближе находятся к Бахмаро. Ищем таксиста и спрашиваем. В какую цену мне обойдется поездка в Бахмаро? Спасибо. Или свяжитесь со мной, и я помогу вам попасть в точку назначения с увлекательным путешествием. Цены на дома разные, зависит от комфорта, приблизительно от 50 до 350 лар за сутки. Но не забывайте, мы здесь платим за воздух. И да, не забудьте взять теплую одежду. Бывали случаи, даже в августе выпадал снег. Но это летом, а зимой тут снега хватает, ложится аж до 8 метров. Красота просто неописуемая. Дорога, поднимающая нас на курорт, особенная тем, что обалденные виды открываются с каждого поворота, и ты не успеваешь насладиться за рулем. Приходится останавливаться каждый раз и фотографировать сногсшибательную природу, чтобы насладиться с близкими друзьями и с истинно ценителями красоты нашей природы, а заодно и душу насладить свою. Ребята, просто такие умопомрачительные пейзажи открываются. Просто невозможно. Останавливаюсь каждый раз. Не знаю. Это просто чудо. Чудо природы. Хотя будет справедливо отметить, что иногда бывает всю дорогу проезжаешь в таком тумане, даже палец на вытянутой руке не увидишь. Дорога довольно уклонистая. Но как обычно, это не для вас. Вам будет казаться, что здесь ничего такого нету, но в реалии она крутая. Как в прямом, так и в переносном смысле. Любители подрифтить меня поймут. Дорогу, которую я проезжаю, асфальтировалась в начале этого века. В 1890 году впервые поняли люди, что воздух в Бахмару целебный. А уже в 1923 году официально был признан курортом. В начале 20 века дорогу прокладывали кирками и ломами. Вы просто представьте, сколько усилий люди прикладывали, чтобы поднимать сюда свои семьи. Да, еще раз спасибо хочется сказать нашим предкам. Люди издревле пользовались этими местами для пастбища. Есть легенда о пастухе, который болел тяжело и, находясь в Бахмаро, вылечился за 21 день. Зная эту историю, традиционно все, кто приезжают, стараются оставаться минимум 3 недели. И вам советую. Легенда легендой, а в реале скажу, что на самом деле это работает. Даже в нашем современном мире при столь обильного выбора медикаментов врачи прописывают отдых в Бахмаро. Встречал матерей, которые терпят всякие некомфорты, платят немало деньги, лишь бы попасть сюда. И что самое приятное, знаете? К концу отдыха все мамы довольны результатом. — 19 августа на празднике Спас в Бахмаро приезжают люди со всей страны, чтобы посмотреть конные скачки. В скачках принимают участие все желающие, без ограничения возраста.
Это зрелище не для слабонервных. Какой же приятный спорт. Но, к сожалению, в прошлом году из-за ковида не состоялись скачки. Я очень надеюсь, что хотя бы в этом году мы сможем насладиться правда по-человечески.